Скажите нет затратам. Дать себе отговорку. У меня-то денег не осталось. Это уже норма для меня. Мы делаем эту покупку каждый божий день. Не покупайте ничего в кредит. Вы тратите чужие деньги. Привет, друзья! С вами снова Лейла Франциско. Добро пожаловать на мой канал Finance and Education. Финансы и образование. Сегодня наша тема – это импульсивные покупки. Как с этим бороться? Как непосредственно бороться с импульсивными покупками? У каждого человека есть своя какая-то категория. Надеюсь, то, что я приводила вам в пример, поможет осознать: окей, я всегда покупаю последний iPhone. Как мне перестать это делать? Окей, каждый месяц я трачу 20 тысяч тенге на новую одежду. Это уже норма для меня. Как перестать это делать? Давайте разбираться. Номер один. Я думаю, это, наверное, самый важный шаг. Составлять ежемесячный бюджет. Если вы живете один, все равно составляйте ежемесячный бюджет. Если вы человек семейный, вы обязательно со своим супругом или супругой должны вместе работать над ежемесячным бюджетом. Распределяйте баланс по каждой категории, по наиболее важным. Продукты питания, одежда, витамины, расходы на машину и так далее, и так далее. То есть составляйте ваш баланс и лимит. Если какая-то покупка не заложена у вас в бюджет, что вы будете делать? Оставите ее на полке, не покупайте ни в коем случае, если что-то не состоит в бюджете. И напротив, если вы, куда-то вышли, решили сходить в кафе, то есть не чувствуйте своей вины, если у вас уже по плану заложена какая-то определенная сумма на данную категорию. Да. Допустим, у нас с мужем есть расход eating out, да, то есть когда мы куда-то идем гулять, в парк или просто выезжаем в соседний город, посмотреть на достопримечательности, мы можем там позволить себе купить закусочки, небольшие расходы там на поездку, на бензин и так далее, да, то есть или на мороженое. Мы очень любим мороженое и сладости. Ладно, я отклонилась. Итак, первый совет. Составляйте обязательно ежемесячный бюджет. Второй совет. Не покупайте ничего в кредит. Я еще раз повторюсь. Не покупайте ничего в кредит. Кроме, может быть, вашей ипотеки. Да? Ипотека – это отдельная тема вообще, обособлена. Огромная инвестиция, большая покупка, поэтому мы ее будем считать отдельно. Кроме вашего дома или вашей квартиры в ипотеку, ничего больше не покупайте в кредит, даже машину. Почему это так важно? Если вы покупаете вещи в кредит, вы тратите чужие деньги, вы тратите деньги, которые вы еще не заработали, и вы уже кому-то что-то должны. То есть, когда вы кому-то должны, получается, что деньги начинают управлять вами. И вместо того, чтобы накопить на какую-то поездку или на любимую вещь, вы вынуждены постоянно отдавать банкам эти деньги. Да? Психологически это очень тяжело, морально это может быть тяжело, и чисто финансово это неправильно. Поэтому учитесь копить, учитесь откладывать ваше мгновенное наслаждение от покупок. Учитесь правильно распределять ваш баланс. То есть шаг номер один, да, даже шаг. Если вы составили бюджет и вы постепенно начинаете откладывать какие-то средства на важную покупку, даже маленькую покупку, которая может быть не заложена в бюджете, да, вы уже будете учиться экономить. Это будет очень сильно менять ваше сознание. Совет номер 3 тоже очень связан с вообще использованием кредитов и кредитных карт. Особенно это очень актуально здесь в Америке. Люди постоянно все покупают на кредитные карточки. Очень-очень легко их завести. Пользуйтесь наличными. Вот мой совет номер 3. Наличные – это сила. Я знаю, в силу ковида, в силу того, что мы переживаем пандемию,
этот пункт может быть достаточно выборочным, и действительно каждый пункт это ваше решение, но конкретно пользование наличными, конечно, связано с личной гигиеной, поэтому я хочу вас предупредить об этом. Вы должны это решить сами для себя. Но когда вы пользуетесь наличными, это совершенно другая энергетика. Да? Либо вы просто провели карточкой, один прогон карточкой, и вы уже купили машину, кучу одежды, продукты. Но когда вы каждый раз видите эти деньги, вы держите их в руках, вы просто психологически уже по-другому на эти суммы смотрите. Каждый раз, делая оплату, вы уже будете считать непосредственно эти деньги. Вы будете видеть, как много вы можете потерять этих наличных. То есть это очень-очень удобный способ для тех, кто хочет начать экономить. Пользуйтесь наличными. Допустим, вы можете обналичить определенную категорию вашего бюджета, ваши продукты питания. Мы с мужем стали тратить очень много на продукты питания, в среднем $600-500 в месяц. Это просто космическая сумма для Казахстана. Мы решили начать экономить, обналичив часть нашего бюджета на покупки. То есть, если мы хотим сэкономить $200, мы обналичиваем эти $200 и пытаемся их уже экономить. И посмотрим в конце месяца, насколько это будет удачно. Другая категория, которую вы можете обналичить, например, расходы на бензин. Я также недавно узнала, что, пользуясь наличкой здесь, в Америке, цена бензина, она дешевле. Ага, у меня включилась лампочка. Вот элементарный способ экономить. 10 центов за галлон, копейка рубль бережет. Это вообще. Совет номер 4, он подойдет шопоголикам в особе. У вас есть бюджет, вы уже все распределили, но вы все равно совершаете импульсивные покупки. Итак, верный способ, чтобы эти покупки избежать, нужно спросить себя, нужна ли мне эта вещь. Если вы увидели какую-то понравившуюся вам вещь, не покупайте ее сразу. Купите ее через 1 или 2 или 3 дня. Чем больше пройдет времени, тем лучше. То есть вы не смотрите на скидки, а просто решайте сами для себя. Окей, нужна ли мне эта кофточка? Я так в ней классно выгляжу. Но вы возвращаетесь домой после того, как вы увидели эту новую кофточку где-то в магазине, и вы видите, что у вас в шкафу уже висит 5 подобных кофт. Да? И все они очень красивые, все они очень любимые. Итак, вы просыпаетесь на следующее утро, поспите с этой мыслью, и вы поймете, что эта новая кофта вам не нужна. Совет номер 5. Он очень классный. Давайте немножко постараемся сделать небольшую математику. Скажите «нет» ежедневным затратам. О каких затратах идет речь? О тех маленьких покупках, которые приносит вам удовольствие. Ну, допустим, для девушек это может быть раз в месяц они ходят на маникюр, педикюр или на прическу, или на массаж, допустим, да. Для мужчин это может быть каждый день или каждые 2 дня они покупают сигареты. У людей, у которых есть зависимость от кофе, это очень популярно здесь, в Америке, либо от фастфуда, они тратятся постоянно либо на фастфуд, либо они обедают где-то постоянно, покупают свой обед на работе. Допустим, кофе в Америке стоит $2.99. Ну, в среднем. Да, где-то дешевле, где-то дороже, зависит от вида кофе. Но средний кофе в Starbucks стоит $2.99. Мы делаем эту покупку каждый божий день перед работой, потому что мы так устали, мы трудимся, нам можно, и мы идем и покупаем это кофе каждый божий день. $2.99 умножить на 365 дней, ну я, конечно, утрирую, вы можете уменьшить эту сумму немножко, в зависимости от выходных. $1091.35. Вы просто так тратите $1000 в год на кофе, который вы можете сами дома заваривать. Категория расходов будет гораздо меньше, если вы будете пить кофе дома. Возьмем пример. Женский маникюр. 10 тысяч тенге в месяц. На 12 месяцев, то есть за год, девушка только на маникюр 120 тысяч тенге. Я, может быть, не очень могу знать цены казахстанские на данный момент. Я вот, честно говоря, сейчас не сверялась. Но я лично знаю несколько людей, которые постоянно ходят.
и на маникюр, и на педикюр раз в месяц или несколько раз в месяц могут себе позволить, или просто они не задумываются о том, что они могут эти деньги куда-то направить в другое место. У каждого свои приоритеты. Но, скажем так, если у вас есть какая-то категория постоянных расходов, то задумайтесь и посчитайте, сколько вы на это тратите. Совет номер 6. Продумывайте ваши покупки. Мы уже обсудили бюджет, да, мы обсудили категории, но как еще дальше продумывать свои покупки? Кроме того, что вы просто должны подождать немножко и обдумать, нужна ли вам эта вещь. Если вы решили, что вам эта вещь действительно нужна, но тем не менее она может стоить достаточно дорого, большой процент вашего личного бюджета, дальше я советую вам провести небольшое исследование такое, да. Есть такой термин bidding, то есть проведите биддинг вашей покупки, сравните цены, почитайте отзывы онлайн. Если, допустим, вы хотите купить более дорогую версию определенного гаджета, почитайте отзывы онлайн. То есть, если есть хорошие отзывы на более дешевую модель, то, естественно, почему бы не купить что-то, что стоит, допустим, на 30% дешевле. Да? Что еще? Подумайте, и можете ли вы приобрести эту вещь, бывшего в употреблении, да, то есть БУ тоже это очень распространено, люди постоянно что-то продают, есть рынок БУ вещей, здесь конкретно в Америке он очень-очень сильно и хорошо развит, люди очень хорошие деньги на этом зарабатывают. Таким образом вы все равно можете сэкономить очень много средств, да, и избежать импульсивной покупки. Если вы уже достигли определенных успехов в избежании импульсивных покупок, вам также может помочь ваше целеполагание, да, то есть если вы начинаете копить ваши деньги, копите их с определенной целью, да, допустим, я вот коплю $6000 на покупку машины, или я коплю определенную сумму на поездку с семьей за границу. То есть старайтесь именно копить целенаправленно, знать, куда вы эти деньги захотите дальше вкладывать. Может, вы копите на вашу пенсию, да, на ваш какой-то инвестиционный фонд в дальнейшем, или на свадьбу, допустим, своей старшей дочери, тоже хорошая цель. Итак, делайте это целенаправленно, тогда у вас будет оставаться мотивация для того, чтобы не покупать что-то импульсивно, а наоборот откладывать эти деньги. Это будет придавать вам сил. То есть обязательно всегда думайте и записывайте, куда и что. Каждый месяц я настоятельно советую вам постараться вкладывать в бюджет категорию расходов на благотворительность. Сначала найдите ту организацию или тех людей, которым вы хотите помогать. Не советую делать это для родственников, но это уже отдельная тема для разговора, но я советую именно найти какую-то надежную организацию. В Казахстане, я знаю, существует несколько организаций, ассоциаций, которые помогают людям, дают образование, дают какие-то ресурсы, собирают средства на лечение детей. И я советую вам в начале каждого месяца высылать определенную сумму денег в ту или иную благотворительную организацию. Почему в начале месяца? Потому что в конце месяца вы можете дать себе отговорку. У меня-то денег не осталось. Вот. А если вы будете делать это в начале месяца, конечно, после того, как вы получили зарплату, у вас уже не будет этой отговорки. И начав отдавать долг, да, начав отдавать этот долг социуму, вы уже будете чувствовать, вы будете чувствовать совершенно новый уровень
удовлетворение, да, то, что вы совершаете акт доброты, щедрости именно по отношению к тем, кто, может быть, кому, может быть, не так повезло в жизни, как вам. Да? С пунктом номер 9 очень тесно связан мой следующий совет. Довольствуйтесь тем, что есть у вас в жизни. Итак, я уже упомянула, что, к сожалению, жизнь такова, что кто-то может быть в минусе, кто-то, может быть, родился в каких-то неблагоприятных условиях, и этому человеку, может быть, не так повезло, как вам. Если вы здоровы, если у вас есть работа, у вас есть близкие, которые вас поддерживают, да, может быть, вы не живете в особняке, может быть, у вас нету шикарной машины или последнего айфона, но радуйтесь тому, что есть у вас в жизни, радуйтесь не материальным вещам, а именно человеческим отношениям, вещам, которые могут делать вас счастливыми без денег. Итак, друзья, это все на сегодня. Я очень надеюсь, что после этого видео вы подпишитесь на мой канал, оставайтесь со мной, связывайтесь со мной в комментариях, подписывайтесь на мой инстаграм, давайте держать связь, рассказывайте, какие импульсивные покупки вы совершаете в своей жизни, как вы себя чувствуете при совершении этих покупок. И если вы следуете некоторым советам, которые были упомянуты в этом видео, как поменялась ваша жизнь в финансовом плане. Итак, всем пока и до новых встреч!